Всем добрый день! Сегодня поговорим о Фрэнке Заппе. Слава всегда опережала его, все слышали имя Фрэнк Заппа, но мало кто может назвать хоть одно его произведение. При этом творческий путь этого парня удивителен, а дискография обширна. Какими только жанровыми экспериментами он не занимался. Это были и сатирические рок-песни, и джазовые импровизации, и продвинутый авангард. Чувство внутренней свободы и природное любопытство были движущей силой артиста. Он уникален, и его невозможно поставить в один ряд ни с одним из его современников. Его музыкальные произведения — это спектакль из звуков, издаваемых самыми разными инструментами. Под его музыку невозможно отдыхать, она заставляет напрягаться и размышлять. Фрэнк Винсент Заппа родился в Балтиморе в 1940 году. Родители будущего музыканта приехали в Штаты из Европы. Его отец родился в Сицилии, но имел греческое и ливанское происхождение, а мать была на 3/4 итальянского и на 1 французского происхождения. Отец, которого звали Франческо, после иммиграции получил образование и пошел работать на оборонный завод. Диплом математика и химика позволял мужчине заботиться о супруге, поэтому появившиеся у пары дети росли и взрослели, не зная невзгод. Мать по имени Роза Мария следила за домашним хозяйством. Это было сложно, поскольку переезды мешали организовать достойный быт. Семейство исколесило половину Америки из-за командировок кормильца, побывав в городах, каждый из которых был по-своему знаменит. Фрэнк же, обладавший слабым здоровьем, плохо переносил смену климата. В детстве у него развились болезни верхних дыхательных путей. Он страдал от отита, синусита, сезонных простуд и бронхиальной астмы, но, несмотря на это, помогал родителям в воспитании младших детей. На состояние ребенка также отразилось соседство с военными полигонами, где проводились, как говорят, секретные испытания химического оружия. Впоследствии в творчестве исполнителя появились оригинальные композиции, где мелькали такие понятия, как «опасный микроб» и «противогаз». Но еще прежде музыки будущий артист увлекся кукольным театром, для которого он придумывал невероятные сценарии и сам мастерил кукол и сцену. Две этих страсти, авангард и театральность, будут с ним всегда на протяжении всей музыкальной карьеры. Несмотря на болезни, а возможно отчасти благодаря им, Фрэнк обладал очень тонким слухом и обожал разные звуки. Ему нравился ритм, который он улавливал во всевозможных шумах, поэтому его первым инструментом стала ударная установка. А подарок родителей, фонограф, позволил увлечься коллекционированием грамм-пластинок, и эта коллекция являлась особой гордостью музыканта на протяжении всей жизни. Он очень любил классику, особенно ту, которая касалась авангардистских направлений. Его любимый композитор Эдгар Варез, пионер электронной музыки, оказал заметное влияние на все последующее творчество самого Заппы. 13-летний любознательный Фрэнк наткнулся в каком-то журнале на статью о французском композиторе, который еще на рубеже 20-30-х годов написал композицию «Ионизация» для 13 ударных инструментов, представляющую собой, как писал журнал, бессвязную мешанину барабанов и других неприятных звучаний. Питающий неуемную страсть ко всему необычному, Заппа загорелся желанием раздобыть эту музыку. Лишь через год неустанных поисков он наткнулся, наконец, к какой-то пластиночной комиссионке на пластинку. Даже на подержанную пластинку денег у него не хватало.
и он с трудом уговорил хозяина на скидку. Блюз и ритм-блюз в 40-е и 50-е годы для белых американских подростков был музыкой, если не запретной, то уж во всяком случае неправильной. По мнению взрослых, вся она была о сексе, и по предназначенному белым радио услышать ее было невозможно. Приходилось рыскать по эфиру в поисках маломощных черных станций. Издавалась она исключительно на крохотных лейблах, продукция их называлась Race Records, и найти эти расовые пластинки можно было только в располагавшихся на окраинах магазинах для черных. В общем, был этот самый что ни на есть андеграунд, и именно в этот андеграунд с головой погрузились переехавший в 1956 году в крохотный калифорнийский Ланкастер 16-летний Фрэнк Заппа и встреченный им в местной школе одноклассник, ставший другом, соратником и партнером на всю жизнь Дон Ван Влиет, будущий основатель группы Кэптон Бифхарт. А вышедший в том же году сингл Джонни Уотсона потряс Заппу настолько, что он сменил барабаны на гитару. Первая гитара, которую он купил на аукционе, оказалась бракованная. Струны на ней были натянуты неправильно, и играть аккорды было практически невозможно. Так Заппа с самого начала стал играть соло, копируя острые, резкие гитарные выпады своего кумира, которые так и стали отличительной и мгновенно узнаваемой чертой его гитарного стиля. Его виртуозная и своеобразная манера исполнения в итоге стала причиной того, что в 2011 году журнал Rolling Stone поместил его на 22-е место среди сотни величайших гитаристов всех времен. But I just can't close my eyes. В начале творческой биографии Заппа писал саундтреки для фильмов, а также работал как сессионный музыкант. Однако однажды полиция заинтересовалась его студией, посчитав, что там снимаются порнофильмы, и коп под прикрытием заказал Заппе соответствующий саундтрек. Фрэнк и его подружка выполнили заказ методом художественной имитации. Редактирование записи свелось к тому, что им пришлось вырезать смех. Передав пленку заказчику, Заппа был немедленно арестован и после нескольких дней в тюрьме вышел обратно в мир человеком куда более язвительным по отношению к системе. После освобождения вокалист одной малоизвестной группы Рэй Коллинз пригласил Заппу вместо ушедшего гитариста. Заппа согласился, быстро став лидером группы, убедил музыкантов играть именно его материал и переименовал группу The Mothers of Invention, или «Матери изобретений». Вскоре в 1966 году группа выпустила свой дебютный альбом, и он стал вторым двойным альбомом в истории человечества. Первым был альбом Боба Дилана, он вышел всего на 1,5 месяца раньше. И эта пластинка была революционной и часто считается одним из первых концептуальных музыкальных альбомов. Главный ход Заппы высмеять не только темы, поднятые роком, такие как религия, политика, общество потребления, но и основного слушателя, хиппи и молодежь, читающую Керуака. Неудивительно, что такая пощечина общественному вкусу немногим понравилась. К примеру, Лу Рид, лидер группы The Velvet Underground, называл Заппу посредственностью с огромными комплексами. На этом альбоме 26-летний Фрэнк опубликовал огромный, 179 имен список музыкантов и композиторов, оказавших определяющее
формирующее влияние на его творчество. Многие из этих артистов малоизвестны, даже экспертам и знатокам. Тем не менее, даже поверхностное знакомство со списком Заппы дает представление о его огромной звуковой вселенной. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Да, в списке его есть и Элвис Пресли, и классики ритм-блюза Мадди Уотерс и Бадди Гай, но преобладают среди музыкантов имена отнюдь не так широко известные. К примеру, Игорь Федорович Стравинский. На второй их пластинке влияние русского гения стало еще заметнее. Так признавался Заппа в песне «Status Back Baby», он не более чем воспроизводит «Масленицу», увертюру к Петрушке Стравинского. В другой же песне есть место, где колыбельная из «Жар-птицы» Стравинского звучит на фоне другой, более ритмичной темы из «Весны священной». Не без гордости и фирменного презрения к неграмотным критикам объяснял Заппа. See your lovely beams, and in that magical card, I bite your neck. А, кстати, четвертый альбом был и вовсе целиком обязан русскому авангардисту. Я задумал сделать его в духе сочинений неоклассического периода Стравинского. Если он мог взять формы и штампы классической эпохи и извратить их, почему бы мне не сделать то же самое с правилами дувопа 50-х? Некоторые воспринимали эти вторжения дувопа в музыку Заппы как провокацию, как сатиру, говорит исследователь творчества Заппы Бен Уотсон. Но для него это была музыкальная форма, к которой он питал самую искреннюю приверженность. А что же до сарказма, то Заппа не был бы Заппой, если бы в даже самую свою искренность не подпускал саркастическую нотку. На обложке вся его группа изображена в карикатурно-комиксовом стиле, а над головой Заппы красуется надпись. Это что? На самом деле запись Mothers of Invention под другим именем, или же их последняя отчаянная попытка пропихнуть свою хреновую музыку на радио. Джаз мертв, он всего лишь как-то странно пахнет. Это высказывание часто приводят в качестве примера отношения Заппы к джазовой музыке. Тем не менее, уже в 1966 году в том самом списке важнейших для него музыкальных имен на дебютном альбоме есть и Майлз Дэвис, и Чарльз Мингус, и Роланд Кёрк. К концу 60-х сближение джаза и рока становилось все более и более насущной и очевидной задачей музыкантов как с одной, так и с другой стороны. Рок шел по пути усложнения музыкального материала и расширения импровизации.
Джаз стремился включать в свою палитру электронные инструменты и хотел вернуть себе часть отошедшей к року аудитории. Принято считать, что одними из первых альбомов джаз-рокового фьюжн были вышедшие соответственно в 69 и 70 году пластинки Майлза Дэвиса. Однако едва они успели появиться на свет, как летом того же 69 года чутко улавливающий дух времени Запа записал практически полностью инструментальный альбом. Энергичный, динамичный, местами даже агрессивный на первый взгляд, имеет мало общего с меланхоличными, раздумчивыми, протяжными импровизациями Дэвиса и его музыкантов. Но на самом деле это не менее эффективное, эффектное и революционное слияние джаза и рока, определившее на целые десятилетия развитие популярной музыки. Дальше больше. В состав Mothers of Invention он включает опытных, с устоявшейся в джазовом мире репутацией музыкантов, клавишника Джорджа Дьюка и скрипача Жан-Люка Понти, которые становятся основой нового музыкального языка Заппы. Это был практически фри-джаз, говорит о записанных в начале 70-х годов альбомах Джордж Дьюк. Мы приходили в студию и просто начинали играть. Именно этого от нас хотел Фрэнк. И в этом смысле это был, конечно, джаз, вне зависимости от того, как это называли. Как и с классикой, признание не заставило себя долго ждать. Патриарх европейской джазовой критики Иохим Эрнст Берент назвал музыку Заппы той поры фантастической, с полным чувственным биг-бендовым звучанием. Увлечение джазом, впрочем, довольно быстро прошло, и когда Заппу спрашивали, почему он больше не возвращается к инструментальной импровизационной музыке, он отвечал: «Я сказал в ней все, что хотел». К началу 70-х годов группа Заппы была уже известна в Европе. В декабре 71 года его группа приезжает в Швейцарию, чтобы дать несколько концертов в казино Монтрё. Во время одного из выступлений произошел пожар, в результате которого все казино и вся аппаратура группы были уничтожены. Многие знают, что самому событию группа Deep Purple посвятила свою песню «Smoke on the Water», а через неделю после пожара группа Заппы выступила в лондонском театре Rainbow, и во время выхода на бис один из поклонников столкнул Фрэнка со сцены на бетонный пол оркестровой ямы, в результате чего Заппа получил серьезные травмы головы, спины, ног и шеи, а также травму гортани, из-за которых он на полгода оказался в инвалидном кресле. И вскоре успешный коллектив распался. Заппа занялся сольной карьерой, но после конфликтов с авторитетными лейблами чуть было не потерпел крах. Разрешив успешно исковые требования, Заппа закончил 70-е сильнее, чем когда-либо, выпустив два самых успешных альбома в 79 году, самый продаваемый в своей карьере и добросовестный шедевр под названием «Гараж Джо». Двойной альбом «Shake Your Booty» был впервые выпущен на новом лейбле Zappa Records, а песня «Dancing Fool», достигшая 45-й позиции в чарте Billboard, номинировалась на премию Грэмми. Альбом «Гараж Джо» вообще был тройным. На нем голос вокалиста Айка Уиллиса принадлежал некому персонажу по имени Джо, который рассказывал об опасности политических систем, подавления свободы слова и музыки, исламской революции в Иране, объявившей музыку в то время незаконной деятельностью в пределах своей юрисдикции, и о необыкновенных отношениях американцев, занимающихся сексом и откровениями.
В 1981 году Запа познакомился с Николаем Слонимским, крупным американским музыковедом и пианистом из первой волны русских эмигрантов. Слонимский перебрался в США еще в 20-х годах, и теперь ему, почтенному седому теоретику, было уже за 80. Запа высоко ценил его тезаурус гамм и мелодических оборотов, изданных сразу после Второй мировой войны и служившие настольной книгой нескольким поколениям музыкантов в Европе и Америке, от Сергея Прокофьева до Джона Колтрейна. В книге Слонимского было множество графиков и безумных гармонических построений. Прочитав книгу, Запа позвонил композитору, они познакомились, стали общаться, и в какой-то момент Запа предложил почти на полвека старше его классическому музыканту принять участие в концерте его группы. Я был совершенно ошарашен, но, подумав, решил, что терять мне нечего, и сыграл на сцене вместе с ними на электропианино одну из своих композиций. В уши мне дали заглушки. Грохот был такой, что они справедливо опасались, что я могу оглохнуть навсегда. Потом он показал мне свои партитуры. Он, конечно, настоящий бес. Да, известен он в первую очередь как рок-музыкант, но его классические композиции могут дать 100 очков вперед самому авангардному композитору современности. Он, конечно, большой поклонник Вареза, с которым я много работал, и его ионизация посвящена именно мне. И увидев партитуры Запы, я подумал, будь Варез жив, так, наверное, звучала бы сейчас его музыка, писал Слонимский. Запа всегда следил за новшествами. В 80-х он стал одним из первых обладателей синклавира. В течение оставшейся части карьеры Запы большинство работ находились под влиянием синтезатора синклавир в качестве инструмента для создания музыки. Учитывая сложность музыки, синклавир осуществлял практически все, что можно было придумать. Его можно было программировать так, чтобы он воспроизводил совершенно любую мелодию. Благодаря своему новому инструменту художник больше не нуждался в музыкантах, ведь Фрэнк рассматривал синклавир и настоящих исполнителей по отдельности. В 1984 году Запа выпустил аж 4 альбома. Один из этих альбомов содержит композиции, написанные при участии камерного оркестра под руководством всемирно известного дирижера Пьера Булеза и исполненные живьем в сочетании с синклавиром. Запа был недоволен исполнением своих композиций оркестром, так как они показались ему недостаточно отрепетированными. Однако в примечаниях альбома он поблагодарил Булеза за точное исполнение всех требований. Пьесы, исполненные на синклавире, отличались от произведений, сыгранных оркестром, из-за того, что звуки генерировались электроникой не так, как стало возможным вскоре благодаря сэмплингу. В 1988 году альбом «Джаз из ада», выпущенный в 1986-м, принес Фрэнку первую статуэтку Грэмми за лучшее инструментальное рок-исполнение. За исключением одного гитарного соло, альбом содержал композиции, написанные исключительно на синклавире. Несмотря на то, что инструментальный альбом вообще не содержал текстов песен, музыкальные магазины продавали альбом с наклейкой «Откровенное содержимое», предупреждением, введенным Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки, соглашение Родительского центра по делам музыкальной продукции. Почему так произошло? Все потому, что в середине 80-х убежденный либертарианец Запа был на самом острие противодействия кампании, организованной будущей второй леди Америки Мэри Гор и основанным ею Центром родительского контроля за музыкой по снабжению музыкальной продукции специальными наклейками, предупреждающими покупателей о содержании в альбоме ненормативной лексики, либо текстов провокационного или непристойного характера.
Борьба между пуристами во главе с Мэри Гор и бунтарями во главе с Заппой шла не на шутку. В итоге богатые и властные пуристы победили. Сложно сочиненный джаз-рок Заппы с пародиями и перчинкой был бесконечно далек от советского меломана, готового отдать часть зарплаты за пластинку зарубежного кумира. В ряду безусловных икон и небожителей вроде Битлз, Pink Floyd, Deep Purple и Юрия Гип усатый лохматый монстр Заппа стоял где-то в самом конце, если не на отшибе. Заппу буквально не переносили на дух. В стране, где рок-музыка находилась на осадном положении, его нападки на психоделию, хиппи и тяжелый рок вызывали недоумение. Это же казалось его войн с американским истеблишментом, телевидением и проповедниками. Он будто работал под прикрытием коммунистов, критикуя все то, что так яростно обличали в Союзе. Куда чаще, не зная о том, своего слушателя в советской среде Заппа находил в кругу музыкантов, тяготевших ко всему странному. Одними из первых его почитателей были будущие участники классического состава «Аквариума», записывающие скрежет гитар и визги духовых для сборника «Музыка общественных туалетов». Когда к ним присоединился виртуозный джазовый пианист Сергей Курехин, у «Аквариума» появился треугольник. Бессмертная эмблема ленинградской рок-эксцентрики и искусного хулиганства. Жизнь нелегка, и каждый был без языка, что делать жизнь нелегка. В 90-х наряду с записями и концертами Фрэнк занимался музыкальным бизнесом. С целью налаживания международных связей он съездил в СССР. Музыкант встретился с русскими продюсерами, музыкантами, певцами, подтолкнув к действию американцев, перенявших его хороший пример. В Вильнюсе ему даже впоследствии поставили памятник. Хотя Фрэнк не имеет ничего общего с Литвой, его дух свободы нашел здесь отклик. История памятника поистине комична. После визита в США фотохудожник Саулюс Паукштис рассказал всем историю о том, как он подружился с самим музыкантом. Это была всего лишь выдумка, но Фрэнк Заппа привлек внимание других литовских творцов искусства и стал символом свободы. Скульптор Константинос Богданос, известный в советское время своими памятниками Ленину, создал легендарную скульптуру Заппы как знак новой постсоветской эпохи Литвы. В начале 90-го года Заппа посетил Чехословакию по просьбе президента Вацлава Гавела в качестве консультанта по делам торговли, культуры и туризма. Гавел в течение всей жизни был поклонником Фрэнка, творчество которого оказало большое влияние на авангардную и подпольную музыку Центральной Европы 70-х и 80-х годов. Чешская рок-группа The Plastic People of the Universe, арестованная в 76-м, получила свое название по песне Заппы Plastic People 67-го. Заппа с удовольствием согласился и начал встречаться с корпоративными чиновниками, заинтересованными в инвестициях Чехословакии. По истечении нескольких недель, однако, администрация США оказала давление на правительство Чехии с требованием снять с поста Фрэнка Заппу. Вместо того, чтобы выполнить требования американской администрации, Вацлав Гавел назначил Фрэнка неофициальным культурным атташе. Заппа планировал создать международные приемные предприятия для облегчения торговли между бывшими странами Восточного блока и западными компаниями. А 24 июня 1991 года Заппа принял участие в концерте под названием «Адьё, советская армия», организованном в Праге в качестве прощания с последними советскими солдатами, которые остались в Чехословакии. После чего большая часть проектов Заппы остановила свое развитие. Фрэнку был поставлен диагноз «рак простаты последней стадии».
Вскоре Заппа был выбран в качестве одного из 4 главных композиторов эпохи на Франкфуртском фестивале музыки в 1992 году. К Заппе обратился немецкий камерный оркестр, который был заинтересован в исполнении его музыки для этого события. Несмотря на болезнь, Заппа согласился и пригласил оркестр в Лос-Анджелес для репетиции новых композиций и новых аранжировок старого материала. В сентябре 1992-го концерты проходили как положено, однако Заппа по причине болезни смог появиться только на 2. После этих концертов Заппе устраивали 20-минутные овации. Эти концерты станут последними публичными профессиональными выступлениями, так как рак распространился до такой степени, что заболевание вызывало слишком сильную боль, чтобы насладиться событием. Запись этого концерта появилась в 1993-м в альбоме «Желтая акула», ставший последним музыкальным релизом Заппы в своей жизни. Спустя примерно месяц после выхода последнего альбома, 4 декабря 1993 года, семья Заппы объявила: композитор Фрэнк Заппа отправился в свой последний тур около 6 вечера в субботу. В 1995 году Фрэнк был включен в зал славы рок-н-ролла, а в 1997 был удостоен премии Грэмми в номинации «Достижение за всю жизнь». Заппа был кумиром многих ученых, которые увековечивали его имя в своих открытиях. Его именем названы ископаемый моллюск, редкий вид медуз, род бычковых рыб и паук с брюшком, узор которого поразительно напоминает усы Фрэнка Заппы. При жизни Заппа выпустил больше 60 альбомов. После его ухода в 1993-м за все еще неизданное наследие взялась супруга Гейл. Она довела количество официальных релизов до 100. 100-й работой в иерархии стал диск, изданный посмертно в 2015 году. На нем звучат голоса заехавших в гости к уже совсем больному Заппе тувинских музыкантов. Рассказав в интервью о том, что официальная дискография закончена, вскоре после выхода 100-го релиза умерла и сама Гейл. Однако у четы осталось 4 детей, названных непростыми именами: Мун Юнит, Двизел, Ахмед и Дива. И после всех заявлений о последнем официальном релизе Заппа руками своих наследников выпустил как минимум еще 18. Иными словами, больше полусотни альбомов посмертно. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank every one of you, and good night.